Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Козерог. Расклад делаем на первую половину месяца февраля. Посмотрим, что же вас ожидает с 1 по 15 февраля. 2 недели приблизительно. Какие основные события у вас здесь будут проигрываться. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Он не персональный, не личный. Надеюсь, большинству из вас это видео подойдет, окажется полезным. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, оставляйте ваши лайки. Я буду очень и очень рада обратной связи с вашей стороны, поэтому пишите, не стесняйтесь. Мне будет очень интересно. Также увидите новых зрителей. Если хотите, можете подписываться на мой YouTube канал. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает представителей знака Козерог первая половина месяца февраля. Что же интересного у вас, соответственно, происходит. Итак, первая карта, которая здесь у вас выпадает, карта семерка мечей, да, карта, которая здесь показывает, ну, такого вот человека, который как будто бы что-то утаивает, убегает, да, здесь может быть какой-то небольшой обман или же просто какой-то стратегический подход за закрытыми дверями. То есть это карта, которая создана исключительно в собственных интересах, да, она не обязательно означает, что эта карта плохая, но вы можете действовать в зоне своих интересов или что-то скрывать, или действовать в тайне. Так что у вас может быть просто какая-то лучшая стратегия, когда вы работаете и делаете это вот так, как вам нужно, да, то есть не обращая внимание на то, что это может кому-то не понравиться, допустим, может быть, вы не выносите что-то на публику. Для кого-то из вас, конечно, здесь может карта говорить о нечестности, о воровстве, какой-то эксплуатации, да, то есть нужно быть осторожнее. Следующая карта у вас карта четверка пентаклей. И вот эта карта, да, она в целом может говорить о человеке, который очень бережно относится к тому, что у него есть. То есть это деньги, финансы или это эмоции тоже. То есть это не важно, это все ценное, что для вас есть. И, возможно, здесь человек показан, который не готов много отдавать, или вы не готовы чем-то делиться здесь, опять-таки эмоционально или материально. Возможно, здесь такая экономия средств имеет место быть. Возможно, у кого-то из вас здесь есть что-то, на что вы втайне там копите деньги, допустим, да, запланировали купить машину, но не говорите об этом окружающим. Может быть, вам кажется, что то, что у вас есть, этого недостаточно, и вы строите в тайне какие-то планы на что-то еще другое, да, то есть какие-то планы. Дальше идет карта туза жезлов. Здесь новый путь, новые возможности. Это как искра, которая здесь возникает у вас и разжигает такой прекрасный устойчивый огонь у вас, который открывает новый путь, новых возможностей, новых перспектив для вас по тузу жезлов. Может быть, вы копите деньги на что-то новое, или будь то, может быть, какой-то предмет, вещь, или даже, не знаю, какая-то ваша идея, может быть, реализация этой идеи, может быть, какая-то поездка или что-то вот в таком духе тоже может быть. Возможно, вам кажется, что вам недостаточно какой-то зарплаты, допустим, которую вы получаете, и вы втайне пытаетесь разработать план чего-то нового, чего-то лучшего, и это как будто будет ваша основная тема, ваш фокус, да, в этом начале месяца. Дальше, кстати, идет тоже интересная карта, карта туза монет, еще один туз у вас, туз земли, да, то есть новое начало сосредоточено на вашей практической внешней жизни. Возможно, это может быть какой-то тоже переезд, потому что есть семерка мечей, смена работы или новая должность у вас, которая будет приносить больший доход, больше денег. Возможно, вы здесь должны получить какой-то определенный ресурс, да, какие-то деньги для начала чего-то нового, там бизнеса, вложения в свой бизнес новый, да, какие-то получить инвестиции, допустим, для своего бизнеса и начала его. То есть такой вариант может быть тоже как получение этих денег. Может быть, там какой-то займ, да, у банка или что-то в таком духе. Я не сильно в этом разбираюсь и в целом не люблю всякие такие займы, но, возможно, вы здесь рассматриваете какой-то такой вариант. Давайте посмотрим дальше, что здесь у вас. Кстати, колесница. Да, я говорила, что семерка мечей может говорить о возможных поездках. Да, здесь у нас есть колесница и пятерка кубков. Ваше внимание, оно может быть сосредоточено на том, что было потеряно, либо на том, чего вы как будто лишились. Да? То есть вам нужно быть осторожнее и не зацикливаться на каких-то старых потерях, потому что вы
как будто бы уходите назад, да, таким образом вам нужно смотреть вперед, вам нужно не оглядываться назад, не скорбеть о чем-то неудавшемся, да, и не сожалеть о каком-то прошлом, потому что это загоняет вас в тупик, и вы можете упустить новые возможности, какой-то прогресс, возможно, или какую-то динамику для вас, которая у вас есть здесь в перспективе, да, но вы можете из-за разочарования в прошлом не продвигаться вперед. То есть вам нужно сосредоточиться на успехе, быть настойчивыми здесь, у вас есть для этого все ресурсы. Потому что карта колесницы — это карта успеха, возможности реализовать свои амбиции и быть целеустремленными для какого-то нового начала. Да? Возможно, в прошлом что-то стало как будто последней каплей, которая переполнила чашу вашего терпения, и вы поняли, что это больше не работает. Допустим, что вам нужно что-то новое. И вокруг этого очень много такой конкретной энергии. То есть есть определенный энтузиазм. Вот он, туз жезлов. Мне кажется, у многих из вас это может быть связано с земной сферой, то есть с деньгами, с вашими финансами, да, с работой, может быть, недвижимостью, то есть это какие-то могут быть и новые отношения стабильные, то есть в плане любви, романтики, но здесь, да, больше почему-то как тема денег все-таки выпадает. Возможно, вы пытаетесь какие-то, имея какие-то планы, да, разрабатывая стратегию, может быть, спокойно, тщательно просто планируете эту стратегию и постепенно, понемножечку ее исполняете, то, что вы уже задумали, возможно. Дальше у вас 8 пентаклей есть. Карта отшельник. Да, кстати, интересно, карта 8 пентаклей, карта отшельника. Карта, ну, вполне, знаете, может показывать, опять-таки, работу, карьеру, деньги, финансы, какую-то собственность, вашу недвижимость, потому что 8 пентаклей, она показывает ежедневную работу и внимание к деталям, к мелочам, когда вам не нужно быть спонтанными, когда вам не нужно быть импульсивными, вы хотите что-то прочное создать, что-то устойчивое, да, что-то на века, то есть что-то долговечное, ориентированное на создание определенного наследия. И этот отшельник здесь, он больше про самоанализ, про необходимость разобраться в себе, в своих мыслях, может быть, в тайне опять-таки что-то спланировать, может быть, какую-то стратегию о работе. То есть вы о чем-то думаете, возможно, о создании чего-то нового, строите планы, готовитесь к чему-то новому, да, новому. Но об этом может никто не знать или знает очень мало людей. Опять-таки, если это новая работа, новая должность, новый дом или что-то такое подобное, да, возможно, об этом знает мало людей. Давайте посмотрим на 2 жезлов, где она смотрит как бы вперед, тоже, да, в будущее, планирует будущее, думает о будущей перспективе. Карта пажа жезлов, огненная такая стихия здесь, которая у вас выпадает, паж жезлов, да, и 2 жезлов. Вы приняли решение двигаться вперед, приняли решение двигаться по новому пути. Это довольно-таки захватывающий для вас новый путь, и вы ждете этого начала нового пути. Вот как она смотрит с такой перспективой, да, в будущее. И на этом пути существуют определенные финансовые какие-то соображения. Может быть, нужно быть осторожными, нужно больше экономить, немножечко затянуть пояс, да, сэкономить как-то или сократить свой бюджет. Какая бы тут ситуация ни происходила и в каких бы отношениях, может быть, вы не находились, но присутствует ощущение какой-то такой ограниченности. И опять-таки вам хочется чего-то нового, чего-то лучшего, чего-то более масштабного в вашей жизни. Давайте посмотрим, что еще есть. Под тузом жезлов у вас 8 жезлов есть, и карта мага, карта волшебника. Потрясающая карта. На самом деле карта 8 жезлов, карта быстрых свершений, каких-то значимых для вас изменений, такой динамики, которая у вас есть. Это 8 жезлов, она в целом говорит о каком-то как зеленом свете. Да? Это мощная энергия, возможно, какой-то такой внезапный всплеск энергии для вас. Может говорить про путешествие, про переезд, причем быстрый какой-то, может быть, перелет, да, может быть, смена жительства, места происходит, или что-то, что вы планировали до этого, вы здесь начинаете реализовывать, да, вот как-то вот начинаете прям здесь действовать. И здесь же карта мага, хотя тут и 5 пентаклей. Маг хочет реализовать ваше желание, да, посредством вашей личной силы, ваших знаний, может быть, вашего опыта, мудрости, ресурсов, которые у вас есть, накопленных вами знаний. Да? У вас есть возможность сделать свою жизнь такой, какой вы хотите. Для этого нужно объединить свои мечты, свой опыт по отшельнику и воплотить их в жизнь. Но, возможно, вот знаете, как будто в этой 5 пентаклей, как это как карта, знаете, нехватки, недостатка, как карта нищего, да? Она может показывать нехватку денег, отсутствие
дохода, такого, какой вам хотелось бы, или на эмоциональном уровне чувство какой-то незначительности, может быть ощущение, что вас отвергают, или вам приходится как будто что-то выпрашивать или чего-то добиваться того, что вы хотите. То есть это не обязательно прям такая уж плохая карта, да, но вот как будто бы вам чего-то недостаточно. Создается впечатление, что вы уже давно строите планы на будущее, и сейчас вот самое время начинать эти планы воплощать в жизнь, может быть, реализовывать вот именно на этом этапе. Да, вот здесь вот. И вы начинаете здесь какую-то работу определенную, планомерную уже выполнять на реализацию этих своих планов, которые вы себе вот, может быть, втайне от других спланировали. Может быть, это и не имеет финансового значения, да, но тем не менее, да, знаете, здесь... А может быть и работа, может недостаточно вами оплачивалась, может вам зарплаты не хватало. А в отношениях, опять-таки, как я говорила, может быть вы отдаете больше, чем получаете, и чувствуете, что вас не слышат. Или чувствуете, что ваши потребности, желания могут как-то игнорироваться, или что вам уделяется недостаточно внимания. Да, вот, может быть, такие какие-то моменты. Возможно, вы здесь решили, что хорошо, я попробую сделать что-то по-другому, я хочу для себя чего-то лучшего, я этого заслуживаю, этого лучшего для себя. И вы начинаете строить планы на этот счет. Да? Создается такое впечатление, что вот как будто бы вы это утаиваете, да, то, к чему вы стремитесь, и теперь вы как будто раскрываете карты свои и начинаете осуществлять свои планы. Для кого-то, да, может быть, здесь и переезд будет, а для кого-то желание расшириться, расширить там свой бизнес, какие-то свои дела. Так, расшириться. Так, давайте посмотрим. 8 мечей. 8 мечей, 3 мечей. Ой, жезлов, простите. 8 мечей. Нужно подходить максимально стратегически к любым вашим вопросам. Возможно, у вас очень много сомнений, страхов и неуверенности. И, вы можете сомневаться, думать, что, может, я не смогу вот из-за этого, или кто-то вам говорит, что у вас что-то не получится. И вы как будто бы не можете из этой ловушки выбраться. Какие-то есть объяснения у вас, чтобы оставаться в той ситуации, в которой вы есть, потому что вы как будто боялись начинать это движение вперед. Может быть, у вас есть желание, да, воплотить свои какие-то мечты, но вы боитесь, что с чем-то не справитесь, боитесь, что не сможете приложить необходимые усилия, к примеру. Хотя на самом деле это неправда, потому что карта мага показывает, что у вас для этого все ресурсы абсолютно есть, и все у вас, скорее всего, здесь получится. Причем 3 жезлов, карта будущего роста и карта расширения, она показывает, что вы уже заложили для этого основу, и вы начинаете видеть, как ваши усилия уже дают плоды. Или вы скоро очень увидите, что те планы, которые вы строите на будущее, они уже начинают реализовываться. Да, вы смотрите в будущее, потому что вы хотите расти, вы хотите развиваться. И именно поэтому то, что вы вкладывали во что-то очень много усилий, здесь ощущение такое есть, что вы переходите к этому следующему шагу. Карта императрица. То есть вам нужно поверить, что вы этого заслуживаете хороших вещей, хорошей жизни, комфорта, потому что императрица знает, кто она такая, она знает себе цену, знает ценность свою, не в каком-то эгоистическом смысле, да, а потому что она себя любит, она знает свою собственную ценность, и она не боится, она не позволит, чтобы с ней обращались плохо или чтобы ее унижали, она знает себе цену. И она не боится снова как-то вот столкнуться с какой-то ошибкой или с какими-то ограничениями здесь. Она хочет здорового баланса, поэтому вы здесь на правильном пути, вам здесь, скорее всего, следует идти в этом направлении, да, делать все для этого роста и развития по тузу жезлов и по тузу пентаклей. Итак, дорогие мои козероги, на этом я ваш расклад на первую половину месяца февраля завершаю. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких. И до скорого!